Ein Volk hat sich an sich selbst berauscht und zieht in den Krieg. Was aber bedeutet das für die Kunst? Это совсем не имеет отношения никакого буквального к роману Толстого. Это что-то другое. Это написано в 40-е годы. Всем понятно, что было тогда. Война, Вторая мировая, что было в России. И это сталинские годы. И это все воздействует на произведение. Все это там есть. И как весь этот объем принести на сцену, и как на это смотреть сегодня. И я испытывал огромные трудности, пытаясь заниматься «Войной и миром». А потом, когда еще начались все эти военные события, ситуация усложнилась. И я даже думал в один момент вообще как-то, вот, что называется, соскочить. Не то, что обострило, а просто все изменило. Я даже не про то, что слово «война» важное слово название. Но и про то, что, конечно, зрители, сидящие в зале, он не сможет смотреть на это произведение только на какой-то экскурс в 200-летнее давнее прошлое. Он не будет смотреть на это произведение, которое разыгрывается в таком защищенном волшебном пузыре прекрасного искусства. Der Ort des Geschehens wird zum Spiegelbild einer entfremdeten Gesellschaft. У нас есть один очень значительный образ в спектакле, который существует от начала и до конца. Это место действия, где происходит все. Мы никогда оттуда не уходим, мы его не меняем. Все у нас помещено внутрь огромного пространства, которое, наверное, будет больше значимым для тех, кто жил в России или, скажем, в СССР, потому что это пространство знают все. Это здание существует в центре Москвы, прямо в самом центре, рядом с Государственной Думой, это русский парламент. Оно построено в конце XVIII века как благородное собрание дворянское. И там существует огромный зал с колоннами, он так и называется, колонный зал. Происходит сейчас, прямо вот сегодня, в 2023 году. Но мы, конечно, в этом спектакле немножечко ситуацию утрируем. Как это любят называть, мы делаем такую антиутопию. Мы рассказываем историю, которая не случилась, но которая может случиться. И что будет, если бы она случилась? Im Einerlei des Friedens fangen die Beteiligten an, Krieg zu spielen. Bald ist zu beobachten, wohin diese Verrohung führt. Das ist wie eine Art Spiegelkabinett, welches ideal dazu passt, dieses sehr schöne, aber auch sehr problembeladene Werk zu interpretieren. Das ist ein geschichtsträchtiger Raum und in diesen Raum versetzt Tschernjakow diese riesen Menschenmasse in eine dystopische Realität. Hängt die Realität auf der Bühne eigentlich mit unserer Welt zusammen? Wir erleben in Moskau das, was die Menschen heute zum Beispiel in Kharkiv oder in Kiew erleben, aber aus der Perspektive von diesem real durchlebten Leiden von 1812, als Napoleons Truppen in Moskau standen. Es ist alles eine Flüchtlingsgruppe, die Rollenspiele beginnt, um ihr Dasein in diesem seltsamen Raum irgendwie unterhaltsamer zu machen. Es ist ein Psychoexperiment, eine Art gefährliches Gruppenspiel, was wie eine Art Gruppentherapie beginnt, mit zerstörerischen Folgen. Und damit impliziert Tschernjakow für mich ganz eindeutig die moderne russische Gesellschaft. Wie soll Kunst also damit umgehen, wenn in einem Werk von damals heute die Falschen verherrlicht werden?
Ich habe ja lange Zeit gezögert, wie können wir diese furchtbaren stalinistischen Texte gerade in dieser Situation von der Bühne verlauten lassen. Im Konzept von Tschernjakow ist das alles möglich, denn die stalinistischen Parolen entlarven sich selbst. Worin liegt die Aufgabe von Kunst im Angesicht einer realen Tragödie? Kann man von ihr verlangen, am Ende ein eindeutiges Urteil zu sprechen? Рассматривается только как наблюдатель, как свидетель подобных вещей. Они происходят на моих глазах. Но мне кажется, ответить на этот вопрос, почему происходит так, театр не сможет. Все-таки это не задача театра. Задача театра — подметить, пронаблюдать, но не дать объяснение или не найти причину, потому что это сделать очень сложно. И все-таки театр — это эмоциональное впечатление, это созерцание, это наблюдение, это ожог, а это не какой-то, как называется, подробный анализ структур происходящего и мотивов.